citizens of planet Earth, are you feeling good? One of the creatures of our planet are the penguins. So we're gonna do a dance, which is called the Penguin Dance. Put your hands up in the air and shake your booties round. And up on your toes and turn around, around. And sway up high and sway down low. Stand with your feet and jump, jump, jump. Put your hands up in the air and shake your booties round. And up on your toes and turn around, around. And sway up high and sway down low. Stand with your feet and jump, jump, jump. Put your hands up in the air and shake your booties round. And up on your toes and turn around, around. And sway up high and sway down low. Stand with your feet and jump, jump, jump. Put your hands up in the air and shake your booties round. And up on your toes and turn around, around. And sway up high and sway down low. Stand with your feet and jump, jump, jump. Он воняет. Все пингвины немного пахнут рыбой. Перестаньте ссориться. Этот пингвин пахнет не рыбой. А чем? Не скажу.
перестали ссориться. Нет. Нет, да. Точно! Что? 2 раза! Что? Ты только 2 раза сказал, чтобы мы перестали ссориться. Этот пингвин не умеет считать. Перестань меня пинать. А сколько раз я тебя пнул? 1, 2 или 3? Этот пингвин не умеет считать. О. Почему вы постоянно ссоритесь? Должны же мы хоть чем-то заниматься. Я тоже ничего лучше придумать не могу. Все вокруг белое. Ничего, кроме снега. И белого льда. Ну, хоть бы что-нибудь произошло. О! Что там? Мама! Бабочка, бабушка! Красиво! Прекрасно! Посмотри! Я ее сейчас прикончу! Не трогай бабочку! Ты не слышал? Я хочу ее прикончить! Кто это сказал? Я! Нет! Бог! А, точно, Бог! Бог сказал! Не убей! Это кто? Бог? Ну да. Ну! Трудный вопрос. Бог, ну объясни ему, Ну, Бог... Бог он добрый, Да, Бог он умный. Бог он большой, О, и очень могущественный. у него, правда, есть один маленький недостаток. Какой? Так, тихо, его нельзя увидеть. Ну да, Бог не видим. Вот. Ну так это существенный недостаток. Ну нельзя же знать наверняка, существует ли он. Вот, Посмотри же вокруг. Что же ты видишь? ничего. А теперь, Ну снег. и лед, и снег и лед и снег. И кто все это создал? Бог? Точно. И что ты на это скажешь? Ну не слишком-то изобретательный. По крайней мере в этой местности. Замолчи! Иначе он тебя услышит. У Бога очень хороший слух. Да. Между прочим, он и нас, пингвинов, создал. Особенно меня. Да нет. С нами он явно что-то напутал. Птицы. А пахнем рыбой. Крылья есть, а летать не можем. Зато пингвины умеют плавать. А, да. Пингвины, между прочим, замечательные пловцы. По крайней мере, с бабочкой Бог потрудился лучше. У нее есть крылья. И она может улететь отсюда куда угодно. А это несправедливо. Поэтому я ее сейчас прикончу. Я ее сейчас прикончу. Прекрати.
глупый. Ты очень плохой пингвин. И так было всегда. Да! А я не виноват. Меня таким Бог создал. Есть хорошие пингвины и плохие. Я вот плохой. Вот. И ничего с этим поделать не могу. Погоди-ка. Скажи наконец, что там сзади? Ты сел? Скажи ему ты, а? Да. Ты сел? Ты сел? Ты сел на бабочку! Как она там, пятнёшка? Ну, как тебе сказать? Вот когда бабочка садится на пингвина, То нет повода для беспокойства. верно? А когда вот пингвин садится на бабочку, То повод для беспокойства, несомненно, есть. по крайней мере для бабочки. Вот. Хотя эта бабочка уже ни о чем не беспокоится. Эта бабочка уже совсем успокоилась. Ой! Да у нее всего лишь крылышко помято. Ну. Она умерла и сейчас попадет на небеса. Ага. Все, кто умирают, попадают на небо. Не все. На небо попадают только хорошие. Ты, например, не попадешь. А я что, нехороший? Только что убил бабочку. Я не специально. Ты сказал, что хочешь ее прикончить. Это была шутка. Это было убийство. Плодотворное, преднамеренное. Убийца. Убийца бабочек. За это ты будешь наказан. Жестоко наказан. Бог это точно видит. Да. А может он в этот момент как раз и не смотрел, а? Я бы на это не рассчитывал. У Бога очень хорошее зрение. Да. Когда ты попадешь на небеса, Бог проведет с тобой небольшую беседу. Да Бог к тому времени уже забудет про бабочку. Я бы и на это не рассчитывал. Бог превосходнейшая память. Вот-вот. Вы просто меня пугаете. Не нужен мне никакой Бог. Я без него достаточно хорошо обходился. И вы мне тоже не нужны. Не нужны мне друзья, которые меня запугивают. Видеть вас больше не хочу. Никогда! Да! Выйди! Пингвин! Понял, пингвин! Ну что? Ты... Я тебе... Слушай, а может он прав? Клюв закрой! Но я лично Бога ни разу не видел. Должен же он как-то себя, проявить. У вас найдется минутка, чтобы поговорить о Боге? Замечательно. Слушайте внимательно. Я принесла вам весть, я принесла вам весть от Бога, от Бога, от Бога. От него!
тоже его достали, и поэтому Бог сказал, было ошибкой создать человека. Минуточку. Минуточку. Животные тоже его достали. Все нужно повторять по 3 раза. Поэтому Бог сказал, я обрушу на землю всемирный потоп. Реки и моря выйдут из берегов. И вода будет подниматься до тех пор, пока все не исчезнет. В конце концов, вся земля будет затоплена. Так, все. Теперь все животные в курсе. Вы были последние. Погодите, но это ведь означает конец света, точно. Ну, таково было Божье намерение. Он хочет уничтожить весь мир и начать все сначала. Погодите, погодите. Ужасно воняете рыбой. А что будет? А что будет с животными? Ну, они рано или поздно почувствуют. Что? Ну, Ну? ну. 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 Ну, вы сами расскажите. Конечно. Это ведь ты хотел, чтобы Бог себя проявил. Так Настя, получай, это уже очевиднее. Ну а что уж сразу всемирный потоп? А я могу понять Бога. А нельзя ли как-то с этим Богом, ну, переговорить? Я, конечно, не знаю Бога, но если он уже принял решение, его невозможно отговорить, и вообще уже слишком поздно. Дождь начинается. Перестаньте! Пожалуйста, мы больше так не будем! Мы будем самыми хорошими. Да, мы будем хорошо себя вести! Особенно я. Честное слово! Пожалуйста. Обещаю! Эй, лучше начинайте собираться. Собираться. На Ноевом ковчеге еще хватит места для 2 пингвинов. Каждой твари по паре. Мы берем набор. 2 львов, 2 слонов, 2 ежей, 2 зебр, 2 кенгуру. А почему только по 2? Ну, Ноев ковчег, конечно, корабль большой, но они безразмерные. Поэтому разрешено только по 2 животных от каждого вида. Вот вам билеты. Но не потеряйте. И не забудьте, у ковчега хвостик. Кто поставит, тот утонет. Билет дает право на проезд. Места не входят. Перепродавать билеты строго запрещается. После всемирного потопа билеты недействительны. На вашем месте я бы не стала петь и танцевать. Собиралась бы побыстрее. Дождь усиливается. Загаться! Такое странное чувство, как будто я что-то забыла. Что-то очень важное. Ладно, потом вспомню. Собираться, собираться, собираться. Слушай, нам еще здорово повезло. Повезло? Ну, если бы случайно не встретили эту голубку, мы бы утонули. Нет, нет, это не везение. Это Божий промысел. Мы были избраны, особенно я, потому что мы хорошо себя вели, особенно я. И именно поэтому мы попадем в Ноев ковчег. Особенно я. Подожди, а что будет с 3-м?
рано или поздно он почувствует. Что? Антонио! Ну, ты сам это сказал. И ты собираешься вот так вот просто смотреть, как наш друг будет тонуть? Я не собираюсь. К тому времени, как он будет тонуть, мы уже будем далеко, на Ноевом ковчеге. Хватит на меня так смотреть. Между прочим, всемирный потоп не моя идея. Ну подожди! Нам нужно протащить его как-то с собой. Я знаю! Надо взять... Тише! Если нас услышат, нас выгонят с Ноева ковчега. Ты понимаешь, на нас лежит ответственность за весь пингвиний род. Надо с ним хотя бы попрощаться. По крайней мере, я хочу с ним попрощаться. Не думаю, что это хорошая идея. Наверняка до сих пор дуется. Он нас видит. Он нас не видит. Он нас видит. Он нас не видит. Он нас видит. Он нас не видит. Да видит он нас. Ты понимаешь, не Теперь увидел. Не хотите поцеловать? До сих пор дуется. Ага. Очень любезно с твоей стороны, но... У нас очень мало времени. Собрались путешествовать? Чего ты взял? Чемодан. Какие чемоданы? Эти чемоданы. Ну, мы просто проходили мимо. Дай заглянем. Идите лучше под солнце, а то заболеете еще. Когда 3 пингвина мокнут под дождем, только у одного есть зонтик. Он обязан предложить остальным место под зонтик. Ты это уже говорил. У вас слезы? Да нет, это дождь. Да, вы просто мимо проходили. Мы самые лучшие друзья на свете! Последнее предупреждение для опаздывающих. Последнее предупреждение для опаздывающих. Наконец-то! Где вы так долго пропадали? Мы стали уже давно на борту. Даже черепахи оказались быстрее. Лондон уже собирался. Я надеюсь, вы не собираетесь брать с собой этот чемодан? Я же сказала, только ручная кладь. А мы не можем расстаться с этим чемоданом. Да. Что в чемодане? Ничего особенного.
Просто воздух. Почему он тогда такой тяжелый? Это тяжелый воздух. Очень. Нет. Мне строгое предписание одной осматривать каждый подозрительный чемодан. Откройте. А зачем? Я должна убедиться, что вы не пытаетесь протащить на борт запрещенные предметы. А кто такой этот построил ковчег? Ной, да. Вот он, Ной. кто? А, он построил ковчег. Да, прекрасно. Да, давайте откройте этот чемодан. Погодите, такой прекрасный корабль. Ковчег? Я же говорю, он сделан из сосны и состоит из 3 этажей. 3 этажей. Этот чемодан пахнет рыбой. Вы что, пытаетесь протащить на борт рыбные сэндвичи? Да это от нас. Это вы как Пахнем. Да. употребление принесенной с собой еды и напитков строго запрещено. На корабле есть буфет. Откройте, наконец, этот чемодан! Можно доверять. Перемучить мне тоже так говорили. И что я нашла у них в сумочке? Что? Игральные карты! Возмутительно. У нас нет игральных карт. Деньги, азартных игр на ковчеге запрещены. Меня вообще удивляет, как змеи могут играть в карты. Я сейчас сама открою этот чемодан. Не-не. Я вас предупреждаю, если я найду там хоть что-то, кроме воздуха, вас просто не пустят на ковчег, и вам придется утонуть. Тогда будущее просто. Больше не будет пингвина. Вот так. Что вы тут стоите? Не болтайте, а? Хватит болтать! Быстро на борт! Всемирный потоп! Минуточку, минуточку. Странное чувство, как будто я что-то забыла. Что-то очень важное. Что? Все остальные уже давно спят. Не страшно. А Где мы? Мы в самом низу. В трюме Ноева ковчега. Ой, а чем это тут так пахнет, а? А, это смола. Ной просмолил ковчег, чтобы вода не проникала. Тихо! Другие проснутся. Особенно львы. Тихо. У них очень чуткий сон. ну это вонь невыносимо. Еще вопросы? Куча. До скольки работает буфет? А тут есть занятия по аэробике. Так это переодеваться вообще нужно? Да, а вас... Да вы соображаете, где вы? Это спасательная акция, а не развлекательный круиз! Ну, видите, львы опять проснулись. Ну, львы. Рр. Это не просто уложить спать пару львов. Я вас оставлю ненадолго. Но больше не хочу слышать ни звука. Секундочку! А нам что, все это время сидеть здесь? Вы должны быть счастливы, что вам вообще хватило места на борту. Ковчег
И откуда-то дует. Да, бабок, тут сыро. И пахнет смолой. Этот запах вы скоро перепьете вашу Википонию. А что нам здесь все время делать? Спать! Как нормальные животные. Спать. Ваши реки наливаются свинцовым. Дыхание ровное, спокойное. Спать. Спать. А когда мы приедем? Мы еще не отплыли, а вы уже хотите знать, когда мы приедем? Браво! Теперь еще и слоны! У вас прекрасно получилось! А что это такое было? Конец света! Мы отплываем! Говорит, как чем начал свой путь! Счастливого путешествия! Такое странное чувство, как будто я что-то забыла. Что-то очень важное. Ладно, потом вспомню. Надеюсь, он еще там не задохнулся. Ну, как он там? Более-менее. Он не шевелится. Ну, больше постарайся. Не дышит. Сей! Куды? Ты на борту моего ковчега. Там внизу, в трюме. Давай. Мне здесь не нравится. Нам тоже. Я хочу обратно домой. А дома больше нет. Бог обрушил на землю всемирный потоп. Все. Затоплено. Значит, Бог все-таки существует. Ой, сейчас он это нам доказал. Я еще как доказал. На самом деле, на борт пускали только 2 пингвинов. Мы тебя, получается, протащили контрабанду. Поэтому никто никогда не должен об этом узнать. Понял? А что будет с остальными? Ну, Рано или поздно они почувствуют. что? Ну, Что они тонут? Ты сам это сказал. И Бог допустит, чтобы все животные утонули? ну, в общем, да. В общем, его все надоело. Ну да, его все достало. А ты чего? Что с тобой? Это я, понимаете? Это я во всем виноват. Это я сказал, что думаю, что Бога нет. Поэтому он обрушил на землю всемирный потоп. Да он этого вообще не слышал. У Бога отличный слух. Я плохой пингвин. И даже гордился этим. И, кроме того, я кое-кого убил. Кого? Бабочку. Я уже совсем и забыл про это. А Бог нет. У него превосходная память. Да он этого не видел, не слышал, не помнит. Он был занят всемирным потоком. К тому же ты же не специально сел на эту бабочку. Да.
я в этом не совсем уверен. Я хотел сесть и подумал, там что-то красное. Потом я сел и подумал, это что, бабочка? Но потом я подумал, ну и ладно, я все равно уже сел. Если это была бабочка, то ей не повезло. Бабочки! Успокойся, все хорошо. На самом деле, если бы ты не убежал так быстро, ты бы увидел, что она встала и полетела. Правда, у нее левая крылышко слегка помята, да и правая тоже. Ну, скажи уже что-нибудь. Ну да, так все и было. Ну. Вот, видишь, Ты специально это говорите, чтобы меня утешить. Я убил бабочку и навлек беду на весь мир. Я верю в тебя, Бог. Но почему ты наказываешь всех остальных? Один единственный пингвин обидел тебя, и ты мстишь за это всему миру. И это ты называешь справедливостью, да? Я сержусь на тебя, даже очень сержусь. Ты слышишь? Ну, чего ж ты? Вести как нормальные животные. Воздушно до самой верхней палубы. Надо спать. Мне и так достаточно хлопот. Антилопы по неизвестным мне причинам не хотят спать рядом со львом. Дятлы долбят отверстия в днище. Кстати, муравей потерял свою подружку. Теперь везде ее ищет. А Ной не лучше поможет. Он то и дело говорит, делай то, делай это, давай, пошевеливайся. Вот хоть бы раз. Хоть бы раз сказал мне спасибо. Этот пингвин выглядит как-то не так. Ну, все пингвины выглядят одинаково. Я тоже так думала, но... Ну вот, видел одного, видел всех. Но этот пингвин стал как-то шире. Пингвины очень быстро ширеют. А почему он ничего не говорит? Скажи что-нибудь. Мелочь есть. Вот. Голос тоже как-то иначе звучит. Это от голода. От голода? Да. Вот тебе пачка печенья. Не крошите. Используйте разумно. Кто знает, сколько это еще продлится. Наконец-то она ушла. Такое странное чувство. Как будто я что-то забыла. Что-то очень важное. Ладно, потом вспомню. А есть еще печенье? Давно уже нет. Съел все печенье. Перестаньте ссориться. Все становится только хуже и хуже. Мы уже 100 дней сидим в брюхе этого ковчега и болтаемся по волнам. Ну что ж, так давно в пути? Мне кажется, гораздо дольше. А вы это... Дом вспоминаете? Ага. Там все было белое. Был великолепный снег и сверкающий лед. Ага. Всегда прохладный ветер. Так было уютно прижиматься друг к дружке. Всегда знали, что будет потом. Ага, то есть ничего. Это так успокаивало. Увидим ли мы когда-нибудь еще нашу родину? Разве что во сне.
Ждет она мой дом родной. Я только что легла. Небольшой ностальгический вечер. Уже 40 дней я постоянно на ногах. У жираф был приступ морской болезни. И они свесили шеи за борт. Этот павлин от волнения распустил свой хвост и занял слишком много места. А мой заперся в каюте и неделю не выходит. Вся ответственность на мне одной. Как вы думаете, слышала ли я хоть раз, хоть слово благодарности? Ничего подобного. Она не заметила, что настроен. Ей пора завестись. Здесь, кажется, было 3 пингвина. Куда тут взяться третьего пингвина? Ну, я же... Мне показалось, что я видела 3-го. Померещилась. Когда уже 100 дней ухаживаешь за всеми животными, Да. берешь всю ответственность Да. на себя. Да, и не слышишь ни слова благодарности. Иной тоже не лучший И помощник. в такое время вполне возможно увидеть третьего пингвина. Вот. Вы единственный, кто меня понимает. Вы единственный. Я летать не умею, но счастлив вполне. Я пингвин императорский, паспорт при мне. Не какой-то там карликовый из Америки Южной. Я уверенно плаваю, ровно дышу. Даже в лютую стужу живу не тужу. И с крылатыми птицами тоже дружу, если нужно. Да, мы пингвины, род многочислен наш, белые льдины, самый крутой пейзаж. Где-то видно теплее, светлее, но мне милей. Моя Антарктида, Ой, красиво. Антарктида. Прекрасно. Вы единственный, кто меня Великолепно. понимает. Шикарно.
Спасибо. Спасибо. Вы единственные из всех, кто меня понимает. Единственные. Спасибо большое. До свидания. Вы меня понимаете. До свидания. Кроме того, у меня такое странное чувство, будто я что-то забыла. Что-то очень важное. Почему-то не могу вспомнить. Вы не могли бы как-то поскорее избавиться от этой голубки? Я сейчас задохнусь. Что ты сказал? Я ничего не слышу. Я тоже. Это голос из чемодана. Не может быть! Этот чемодан показался мне подозрительным с самого начала. Это самый обыкновенный чемодан. Да. Откройте! Я наконец хочу узнать, что там внутри. Бог, Что? Простите? ты не ослышалась! Я не верю. Ты не веришь Богу! Да нет. Ну вот, Просто мне трудно поверить, что Бог прячется в чемодане. Бог может быть везде. А докажи мне, что ты Бог. Ты должна верить в меня, не требуя доказательств. Иначе было бы слишком просто. Недаром говорится, верить в Бога. Я сейчас открою этот чемодан. Как хочешь, но тогда ты ослепнешь. Ослепну. Кто посмотрит на Бога, ослепнет. Это правда! Тем более, было бы чертовски жаль, если бы такая красивая белая голубка вдруг потеряла зрение. А откуда ты знаешь, что я действительно белая? Ну ты даешь. Я ведь сам тебя создал. В конце, когда я создал всех зверей, я решил создать нечто подобное мне. И получилась белая голубка. Бог немного уже переутомился. Да, уж это слишком утомился. Я начинаю верить, что в этом чемодане действительно Бог. Отстаньте! Это так захватывающе. Это такое счастье лично поговорить с Богом. Я больше никогда не буду сомневаться в тебе. Я буду говорить, какой ты большой и замечательный. Обещаю, что в кратчайшие сроки я заставлю всех любить тебя так, как я тебя люблю. Да перестань. Каждый должен решить для себя сам, любит он Бога или нет. Любовь имеет смысл, только если она добровольна. Бог, ты еще лучше, чем я думала. А может у тебя есть какое-то желание? Ты скажи, я сделаю все, что ты попросишь. Мне бы чизкейк. Что? Чизкейк. Ой, кажется, Бог передохнуть. Это ты потом его совсем доконал. Тем более он заслужил чизкейк. Этого я точно не забуду. А не хочется ли тебе после такого утомительного всемирного потопа чего-нибудь более сытного? Чизкейка вполне достаточно. Может, побольше изюма? Чем больше, тем лучше. С такой хрустящей корочкой. Ой, эта голубка однозначно попадет в рай. А я всерьез думаю, а не сделать ли мне голубку своим заместителем? Посадить, одесную меня и начать вместе с ней. Что? Ну, не знаю Бога лично, но то, что я знаю наверняка, это не Бог. Никогда не можешь быть полностью уверен. Бог не пингвин!
Бог может принимать любые обличия. Чизкейк. Какой бред. Нечего мне тут лапшу на уши вешать. Безделье. Пассажир. Без билет, Секундочку. Что ты здесь? Где-то. так. Без билет, пассажир, пассажир. Опа. Без билет, пассажир. А, стыдитесь. Нечего мне тут лапшу на уши вешать. На долю секунды я тебе... на долю секунды я тебе поверила. Я все расскажу. И наказание ужасное. Нет. Наказание будет ужасное. Нет. Наказание будет ужасное. Чизкейк! Ура! Я есть хотел! Именно чизкейк! А мне ничего другого в голову не пришло. Вот именно тогда она и поняла, что ты не бог. А я вот еще раньше понял. Понял? Ну что там не Бог. Подожди, ты понял? Ну, ты же прекрасно знал, что в этом чемодане, ну, один из нас. Видишь, я был очень даже убедителен. Я забыл. И все, что я нес, была не чушь. Ты притворялся Богом. И за это мы тебя страшно наказываем. Ага. А может быть, Бог вообще не такой, каким мы его себе представляем, а? Может быть, Бог не такой слабый. Что это было? Наказание начинается, а скорее бы оно свершилось. Самое страшное — это ждать. Ага. Сколько мы же ждем? Минуту. День? Неделю? Вдруг ужасно захотелось чизкейка. Ага. Смотрите, это голубка. Что это у нее во рту? Что? Вы что-нибудь поняли? Ни слова. Это масличный обед. Придурки! Ложись, сейчас попахнет. Тоже перестал. Ну и сказал мне, давай, лети. И смотри, не показалась ли где-нибудь земля. И я нашла эту ветвь. Потом покончив, вода опустилась. Земля снова сухая! Ура!
да? Может, еще в тете. Все животные давно покинули корабль. Наши черепахи оказались костыри. Вперед! Не медлите! Все животные должны парами покинуть ковчег! Но я ж вице-пингвин. Прошу. А где второй голубь? Какой второй? Ну как? Все животные парами должны покинуть ковчег. То у меня было все время это странное чувство внутри, что я что-то забыла. Что-то очень важное. Пару! Я забыла взять второго голубя на борт. Во всех остальных подумала, про партнера на себя забыла. Мой открутит мне голову, когда увидит, что я спустилась по трапу без пары. Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? А вот это пингвином пойдет. Подожди. Нам нужен второй голубь. Но у нас же есть третий пингвин. Вы не понимаете? Кажется, я догадался. Ой, я тоже. Значит, вы сможете мне объяснить? К сожалению, нет. А я только притворялся, что понял. Я вам сейчас все объясню. Нет, там еще двое. А вон они уже идут. А они познакомились на борту. Это была любовь с первого взгляда. Они глаз друг от друга не могут оторвать. Вот вы решили пожениться. Я надеюсь, ты не скоро начнешь размножаться. Я бы очень хотел посмотреть на их детей. Но эти два голубя не похожи друг на друга. Я вообще не вижу разницы. Их же не различить. Да. Но этот голубь выглядит как-то иначе. Это совершенно нормально. Я голубей. Да. В общем, еще раз спасибо за билеты. Спасибо за предоставленную возможность. Какая насыщенная программа развлечений. Насыщенное питание. Брать было приятно. Я не получал такого удовольствия, как на моем ковчеге. Одну минутку. Ну все, мы попали. У меня не было возможности поблагодарить тебя. Я знаю, каких трудов тебе это стоило. Муравей нашел свою подружку.
Жирафы пришли в себя, львы тихо спали рядом с антилопами. Никто никого не сожрал на ковчеге. Почти небывалое чудо. И все это благодаря твоим неустанным хлопотам. Но я не могу понять, зачем ты взяла на борт этих пингвинов. Пингвины же умеют плавать. Вы умеете что? Простите? Точно! Мы умеем плавать! Ты не умеешь плавать, ты голубь! Ой, я сама Как-то и забылась. В конце концов был всемирный потоп. Вот и забылась эта маленькая титанка, да. Мне было очень приятно с вами познакомиться. Надеемся на скорую встречу. Самое крайнее во время следующего всемирного потопа. А больше не будет всемирного потопа. Честно? Бог дал торжественное обещание. Но мы не можем обидеть. Обещай, что не будем больше ссориться. Бог знает, что люди не изменятся. И животные тоже. Они постоянно будут ссориться. Но Он готов принять их такими, какие они есть. И больше никого не накажет. А откуда ты это знаешь? Ты Бог, да? Чего ты это взял? Ну, как-то так я себе Бога и представлял. Ну да, старик с белой бородой. Это женой, придурки. Бог не мужчина. А, женщина! Нет. Значит, он похож на штучку. О, Вы можете представлять Бога каким хотите. Бог везде. Он в каждом человеке, в каждом животном, в каждом растении. Обернитесь вокруг. Вдруг стало так светло. мне страшно. Что там сзади? Да вы не бойтесь. Обернитесь. Ого! Эта радуга будет напоминать, что дождь больше никогда не будет идти бесконечно, а солнце не скроется так надолго. Внимание всем! Какой благородный жест! Ага! Эта радуга – знак его обещания. Правда, мы еще никогда не видели такой красивой радуги. Прекрасные вещи остаются надолго! А самое прекрасное – это пингвин! Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone. I've got this feeling, so appealing, for us to get together and sing. Ring, 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 banana phone. Ding dong, ding dong, ding dong, ding, banana phone. It grows in bunches. I've got my hunches. The best, the rest. Cellular, modular, interactive, modular. Ring, 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 banana phone. Ping pong, ping pong, ping pong, ping, banana phone. It's no phony, it's a phony. My cellular, banana phone. Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone. I've got this feeling, so appealing, for us to get together and sing, sing. Голубка пропала радугу. Ты можешь снять уже эти тряпочки. Старик же ушел. Ты же не голубь. Ой, знаете, а мне в этих тряпочках очень даже удобно. Ты же пингвин! Вот здесь спрятано, помнишь? Помню! Ты меня за дурака держишь? Хочешь честно? Так, перестали ссориться. Иначе Бог снова нашлет на землю всемирный потоп. Бог дал торжественное обещание, что больше никогда не будет всемирного потопа. А может, Бога вообще нет? И это говоришь ты? Ага.
Бога нет, Бог есть. Бога нет, Бог есть. Бога нет, Бог есть. Опять пошел. Бог есть. Бога нет, Бог есть. Бог. Перестаньте ссориться. Каждый должен решить для себя сам, есть Бог или нет. Если Бога нет, почему мы тогда постоянно о нем говорим? А это чтобы мы не чувствовали себя такими одинокими. Опять поток. Меня посетила мысль. Ой, оставь ее при себе. Да нет! А что если Бог живет внутри каждого из нас? Что-то я не понимаю. Ну, нужно просто слушаться в себя. Кажется, у тебя остатки морской болезни. Да нет, я отчетливо слышу голос внутри себя, который мне говорит, что правильно, а что неправильно. И это Бог. Ты, наверное, переутомился. Наверное. Мама! Дочка, бабочка! Красиво! Видишь, мы же тебе говорили! Это моя бабочка! А твоя, видишь, у нее еще левое крылышко, понятно? Ага! Догони ее, сам увидишь! Это моя бабочка!
скорее